Приветствую каждого зрителя на своем канале, друзья. Меня зовут Артур, и сегодня будет просто ужасный контент. А знаете, почему этот контент ужасный? Потому что это мой ролик. Не смешно, да? Херня какая-то вышла. Но в любом случае, этот ролик будет не самый приятный, я думаю, для большинства игроков из комьюнити сыновей Фореста, потому что сегодня я покажу вам, ребята, моды. А точнее мод, который добавляет вот это, консольные команды. Перед тем, как я начну, хочу сразу же прояснить то, что я никого не заставляю играть с модами, с читами, с всякими аддонами и так далее, и так далее. Это личный выбор каждого. Если ты хочешь, играй. Не хочешь, тебя никто не заставляет. Я покажу вам самые основные команды, потому что их очень много. Посмотрите сами, и некоторые из них вообще не работают. Я уже проверял. И да начнем же, друзья. Во-первых, мы с вами должны открыть консоль, нажимая на кнопочку F1. Давайте взглянем наш инвентарь. Скука, у нас вообще ничего здесь нет, правильно? Но вот есть одна команда, которая исправит положение. Эта команда называется Add All Items. Команда добавляет абсолютно все предметы в наш инвентарь, включая каждое оружие, все виды брони, все материалы для создания последующих предметов, хотя они и так уже у нас с вами есть. Ну и, как видите, так далее, так далее. То есть вот, например, у нас появилась броня, я могу ее взять. Вот техноброня, да? Вот давайте наденем техноброню. Поверх можем надеть... Ой, нет, не поверх, нет. Мы не сможем надеть с вами жуткую броню поверх, но я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Во, ребята, смотрите, что я сделал благодаря нашим читам. Вот у нас с вами была черепаха, а теперь нет черепахи. Вот так вот. Извини, черепаха. Следующая команда, которую я хотел бы вам показать, это Add Character. Эта команда добавляет персонажей, как ни странно, из перевода. Итак, кого мы с вами можем добавить? Кельвина, Вирджинию и даже мутантов. Ну, давайте обо всем по порядку. У Кельвина очень необычное кодовое имя Робби, и мы вводим, соответственно, Add Character Робби. Скажем, я хочу заспавнить 2 Кельвинов, чтобы у меня было 3. Пишем двоечку, и очень обязательно здесь нам нужно написать on. Enter. И вот появляется 2 Кельвина, которым мы тоже можем оставлять какие-то команды. Возьми рыбу и брось здесь. И этот Кельвин будет бросать рыбу. Делай! Делай, сказал. Делай! Ты будешь делать нам костер. Теперь давайте заспавним Вирджинию. Конечно, это же тоже интересно. Нажимаем на F1 и ту же самую команду Add Character, только вместо Робби пишем Вирджиния. Соответственно, мы заспавним ее рядом с нами, Вирджиния. И давайте это будет число 5. Я что-то неправильно написал. Я же написал не N, а M. И теперь уже должно все пойти правильно. Вот они, Вирджинии, ребят. И сейчас они будут убегать. Конечно же, я же направил на них пистолет. Вот я могу убить одну. Ой, извини, но это для ролика, это чисто для ролика. Вот, давайте ее спасем. Отлично, это шанс. Это шанс спасти ее. Ну куда ты убегаешь? Я ж тебя спас, эй. Эй, ты что, мне не доверяешь? Я ж тебя спас. Капец. Вот после этого проявляй доброжелательность. Я предлагаю убрать вообще их всех. Как это делается? У нас с вами есть команда remove. Нет, не remove. Если не ошибаюсь, kill radius. Да, все верно. Kill radius. И пишем сюда условно 100. Обратите внимание, что кроме Кельвинов и Вирджинии также есть олени, птички и черепахи. Теперь их нет. Теперь пишем remove dead. Эта команда уберет все трупы, которые лежат неподалеку от нас, да или вообще на всей карте. Я точно не знаю по поводу расстояний этой конкретной команды, но оно работает. Следующая команда, которую я вам покажу, относится к самой первой, благодаря которой мы добавили все предметы. А теперь я удалю все предметы. Мы открываем консоль и пишем remove all items и нажимаем на кнопочку Enter. После чего все предметы из нашего инвентаря пропадают, кроме дефолтных по типу топорика, ножа и ремонтного инструмента. Следующая команда добавит нам мега супер-пупер прыжок. Так оно и называется, супер джамп.
on. И мы включаем высокий прыжок, причем он не наносит нам абсолютно никакого урона. Таким образом мы можем перепрыгнуть вот отсюда, скажем, на вот этот камень. Камень, блин, пипец камешек. Вдобавок к этой команде я предлагаю также рассмотреть супер скорость, которая также присутствует в этом моде. Speedy Run, так называется эта команда. Точно так же ее записываем и в конце добавляем on. И каждый раз, когда мы будем с вами нажимать на кнопочку Shift, передвижение ускорится очень-очень сильно. Быстро таким образом передвигаться по карте вполне реально. Вот теперь я сниму второй спидран. Следующая команда очень интересная, но сделана весьма херово. Предлагаю вам насладиться просто бомбезными видами этой игры. Включаем фри-камеру и летим на огромной скорости. Но совсем скоро понимаем, что не можем двигать курсором мышки, она не работает. Я не знаю почему. Может быть, как-то и можно, конечно, на определенные кнопочки, но вряд ли. У меня это не получается. Зато, если правильно подобрать ракурс, то мы можем исследовать всю карту и даже... Ну, посмотрите, на какое огромное расстояние мы отлетели от своего же персонажа. Таким образом, опять же, повторюсь, можно исследовать всю карту, но надо ставить под правильным углом. Думаю, со временем этот баг исправят разработчики мода, и мы сможем по-настоящему насладиться масштабом этой огромной карты. Для следующей команды я открою GPS-трекер. Он очень нам понадобится, потому что, как вы уже догадываетесь, связан со временем. Мы открываем консольную команду и пишем set time of day. Именно эта команда меняет правый индикатор, то есть время суток, которое у нас на данный момент стоит. Если сейчас 2 часа дня, то я хочу сделать, скажем, 6 утра. Поэтому мы пишем set time of day 6 и on. Что вы там меня бьете, я понять не могу. 6 утра, друзья. Вот как выглядит 6 утра в этой игре. Кстати, очень-очень красиво. На своих Twitch стримах я, конечно же, наблюдал утро, рассвет, но я не перестаю удивляться, насколько красиво и гиперреалистично выполнена игра Sons of the Forest. Следующая команда очень похожа на эту, только будет изменять уже не время, а сами сутки. Jump Time of Day — это команда определенная, и теперь мы пишем, скажем, мы хотим сделать на 10 дней вперед и взломать ачивки, которые есть в Стиме. Поверьте мне, я нечаянно это уже сделал. Не делайте так, это нечестно. Я просто показываю вам для ознакомления, а не для того, чтобы все это абьюзили. Jump Time of Day 10 on. И таким образом у нас идет 11-й день, друзья. Обратите внимание на GPS-трекер. Хочу сделать не 11-й день, а, скажем, какой-нибудь 61-й. И это удается сделать буквально за одно нажатие клавиши. Таким же образом мы можем не добавлять, а наоборот убавлять сутки и возвращаться назад в будущее. Только теперь перед числом пишем минус 60. On. И таким образом возвращаемся на самый первый день. Все вполне просто. А теперь предлагаю снять 100 дней хардкора в The Forest. Пишем здесь Jump Time of Day 100. И вот я уже прошел 100-й день. Я снял прохождение 100 дней хардкора в Форесте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я бог вообще этой игры. Следующая команда позволит нам бесконечно строить дома любых размеров. Для этого мы прописываем log hack on. Эта команда дает нам в руку бревно, которое будет у нас постоянно, и таким образом выстраивайте сколько хотите, сколько душе угодно. Хотя, опять же, это слишком жестко, но этот мод позволяет и не такое. Как видите, я только что соорудил какую-то фигню, используя этот хак. Давайте назовем эту штуку как доска позора. Здесь стоят все читеры, и я один из них. Следующая команда будет очень опасной, ведь мы будем спавнить мутантов. Для этого мы с вами прописываем ту команду, которая была в самом начале, add character, и пишем, например, демона, потому что это один из мутантов, которых я точно знаю. И вот мы с вами заспавнили демона, который будет наносить просто большой урон. Но поскольку у меня сейчас техноброня, он не может как-то особо ранить меня.
Ну и да, топорик, конечно же, не наносит какого-то большого урона демону. Я убил демона. И что же мы с него получаем? Мы получаем жуткую броню, естественно. Следующая команда, которую я хочу вам показать, заспавнит перед нами вещи, причем в неограниченном количестве. Однако надо помнить, что и у вещей, как это было в первой части Фореста, здесь есть свои собственные ID. Их надо четко знать, их достаточно много, и я не могу показать все, покажу парочку. Итак, мы с вами пишем команду spawn item. Далее записываем ID, это, например, 78, потому что 78 это бревно. Десяточку хочу заспавнить, и здесь уже мы пишем on. Таким образом появляется 10 бревен прямо перед нами, которые можно использовать. Они реально, вот, я могу вам показать, они ставятся, они используются, то есть здесь все отлично, все действительно работает. Мы заспавнили бревно, а теперь предлагаю алкоголь. У алкоголя код это 414, если я не ошибаюсь. Давайте проверим. Соточка. О, бухлишка! Хо-хо-хо! Налетай на бухлишка! Смотрите, как много алкоголя, елки-палки. Я осуждаю алкоголь, не надо этим увлекаться, это до добра не доводит. Не спрашивайте, откуда это я знаю. Я думаю, это все из вас знают. Последняя команда, которую я хочу показать вам в этом видеоролике, связана с пещерами. Она очень полезная, хотя портит общую динамику игры и ее хоррорную составляющую. Посмотрите на эту пещеру, она довольно-таки темная, согласитесь со мной, я полечу даже немножечко в другое место, куда-нибудь вот сюда, используя ноуклип. И здесь довольно темно, хотя, нет, в данном месте еще свет какой-то присутствует, а вот здесь, например, его уже не так много. Конечно же, в игре есть зажигалка, она помогает, но она не всегда дает нужный эффект. Есть места, куда более темные, чем эти, поэтому есть команда, которая называется Cave Light, и включая ее, от нашего персонажа исходит яркий белый свет. Таким образом, мы можем спокойно исследовать пещеру, конечно, без вот этого ноуклипа, это я просто показываю вам как пример. Более того, свет работает вообще везде, не только в пещерах, хотя и предназначалось это для именно них, но здесь, бегая в лесу, скажем, ночью, кстати, давайте это мы с вами и проверим, мы пишем set time of day, скажем, на 24 часа, и здесь очень темно, но вот этот свет очень помогает. Хотя мы слышим уже мутантов, да, насколько я понимаю. И да, это действительно полезная вещь, но хоррора никакого нет. Поэтому давайте я выключу Cave Light, поставлю его на режим off. И здесь уже не видно ничего. Точнее, видно, конечно, но гораздо хуже, чем было до этого. Основной список команд, которые я хотел показать, я вам представил. Теперь давайте отвечу на некоторые из ваших вопросов. Да, действительно, здесь достаточно много команд, исчерпывающий список, но многие из них не работают. Из-за некоторых может вылететь игра, из-за некоторых перестанет работать сама консоль и произойдет баг. То есть разработчикам надо дорабатывать это точно определенно. Теперь другой вопрос. Можно ли использовать команды в онлайн режиме? С одной стороны, здесь есть определенные команды, такие как, например, Join Steam Lobby, то есть надо понимать, что, вот, или, допустим, Kick Players, то есть надо понимать, что модом предусмотрены такие команды, но можно ли их использовать, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что были уже слухи в интернете, что игроков якобы банили на приватных серверах, поэтому я не хочу рисковать использовать их, могут последовать, боюсь, определенные санкции. Вопрос третий. Как скачать этот мод? Где скачать? Если вкратце, то это связано с Бепинексом. Если кто в курсе, что это такое, но, возможно, вы впервые вообще слышите это название. Вполне вероятно, что в одном из следующих роликов я сниму обзор на то, гайд даже, да, как поставить эти моды для Sons of the Forest. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите в описание, там будут все ссылочки, в том числе и телеграм-канал, и даже Twitch, на котором я часто делаю очень хорошие теплые стримы для своей аудитории. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, не болейте, будьте счастливы, всем удачи, всем пока, и на связи был ваш Артиксио, а.к.а. Артур.